Жили-были дед и баба, уж не знамо сколько лет. Бабка всю жизнь училась щи готовить на обед. Или суши, или пиццу, или какой-то антрикот. Но все так же не умеет стряпать ни один уж год. Попросил дед как-то бабку на уикенд испечь пирог. Бабка сразу стушевалась: может, я сварю горох. Дед остался непреклонен: иль пирог, иль пропади. От такой с тобою жизни мне хоть зуб на печь клади. Бабка как-то приуныла: как пирог тот сотворить, как своей стряпнёю деда было чувство возбудить. Делать нечего с рассветом, стала хату подметать. Все равно ведь адский голод не дает спокойно спать. Налила чутка водички, собрала с палати крошки. Вспомнила вдруг про яичко, дрожжи кинула немножко. Тут бежит кошак задира, из-под ног летят песчинки. Не выбрасывать же тесто, ладно, будет то начинка. Если дед вдруг заприметит, то скажу, что это маг. Просто ты не понимаешь, от него особый смак. Долго мяла, кувыркала, кулинарный этот опус. Наконец-таки создала, получился просто глобус. Сунула шедевр сей в печь, накидав побольше дров. Надо же это все испечь, без нытья и лишних слов. Вытащила через время, положила на окно, чтоб соседи не смеялись, прикрыв слегка сукном. Глянул дед на пироглобус, аж его кольнуло в бок. Что ты, баба, за стрепуха, это что за колобок? Бабушка не растерялась, хитрый ум, как у лисицы. Просто ты не понимаешь, что ответ заморской пиццы. Колобок вдруг покатился на заваленку с окна. Бабку аж перекосила, ну теперь вообще хана. Покатился по дорожке, завернул за теремок и пропал со всей начинкой странный бабкин колобок. Говорит молва, что съеден колобок в густом лесу. Кто грешит на серого волка, зайца, а кто на лесу? Ну, а дед в расстройстве полном сел к окну, наполнил чарку, простил водку непутеву, да и пригласил кухарку. Галу дед на пироглобус, аж его кольнуло в бок. Что ты, баба, за стрепуха, это что за колобок? Бабушка не растерялась, хитрый ум, как у лисицы. Просто ты не понимаешь, что ответ заморской пиццы.